Всем привет! Меня зовут Элис, и сегодня будет вопрос-ответ видео с вашими вопросами, которые вы задали мне в Инстаграме. Да, также должна сказать, что сегодняшнее видео я попытаюсь сделать немножко в экспериментальном формате, потому что вопросы мне задавали и на английском, и на русском, и чаще всего я делаю английские субтитры к своим видео, поэтому у меня добавились англоязычные подписчики, и я буду пытаться миксовать вопросы на английском и на русском. Сразу предупреждаю, что мой английский вообще далеко не идеальный, и поэтому я по-любому буду допускать ошибки. Вы можете писать об этом в комментариях, можете не писать, просто знайте, что я об этом знаю. Итак, приступим. Первый вопрос. Как дела? Дела прекрасно, потому что сегодня 8-й день карантина, что означает, что большая часть этого ужаса уже позади, и я прям очень excited, я прям очень настроена на работу, на путешествия, на интересные влоги, и не могу дождаться выйти и начать уже работать. У меня аж трясется все тело. И я уверена, что я покраснела. Favorite country for modeling? So far, I've been to 4 countries for modeling: Korea, Taiwan, Turkey, and now China. So far, I can't say anything about China, and I think I'm a little bit biased because in Korea I was living for around 5 months, and it was the longest time I've ever been anywhere. So I think that's why maybe I get used to Korea, and I can say that, yeah, probably Korea was the best country for me for modeling, even though I had just 5 jobs in these 5 months. And yeah, I had more jobs in Taiwan, but in Taiwan it was tough for me emotionally. And in Turkey I had just 1 job, and I was there for 1 month, so not sure about modeling. I've seen girls who worked in Istanbul, but I don't know, it wasn't me, let's say. The next question. Где тебе наиболее комфортно находиться, в каком городе или стране? Вопрос довольно похожий на предыдущий вопрос. Это, конечно же, по-прежнему остается Америка. Когда я ездила по Work and Travel в 2018 году, по-моему, это был 2018 год, я не уверена. И Нью-Йорк, город Нью-Йорк. Я в него до сих пор влюблена и очень надеюсь, что когда-нибудь мне удастся съездить туда поработать моделью, или мне просто удастся туда переехать и пожить какое-то время. В общем, да, США, Нью-Йорк. Как бы банально это не звучало. What do you do in the morning? Usually in the morning, first thing I do is I drink a bottle of water. Here they bought us 500 milliliters water bottles. I drink one every morning, then I eat my breakfast, and then I work out. Usually it's some kind of yoga or Pilates to wake up my body, my mind, and yeah, set up my mood for a day. Самый популярный вопрос: где ты сейчас находишься? Где ты сейчас? Я сейчас в Китае, в городе Хохот, или как я вчера, кстати, прочитала на авиабилетах, он называется как-то по-русски Хохота. В то время, когда вы будете смотреть это видео, скорее всего, я уже буду в городе Ханчжоу или еще где-нибудь, потому что, насколько я поняла, работа в Китае, она просто по всем городам, и неважно на самом деле, где находятся твои апарты, потому что ты будешь постоянно перемещаться из города в город и работать там. Я на это, по крайней мере, надеюсь, что у меня будет работа. Что больше всего любишь в себе? Хороший вопрос, потому что на самом деле у меня очень много комплексов и очень много к себе претензий, каких-то того, в чем я думаю, что я могла бы быть лучше. Честно, у меня есть проблемы с тем, чтобы себя похвалить за что-то, и быть такой типа «Йо!» Тогда, конечно. Также вопросы к моей внешности и каких-то неуверенности в себе. Я ими просто переполнена. С детства моя мама все время мне говорила: вот, ты красивая, такая красивая, боже мой. И как бы я просто видела, что другие мамы говорят то же самое своим детям. Ну, я типа видела этих детей и такая: йоу, ну это же откровенно ложь. Реально, будучи ребенком и глядя на то, как материал лгут своим детям в глаза и говорят, что они красивые, когда вообще это далеко не так, я понимала, что это точно так же может быть со мной. И поэтому я до конца не очень как бы, не то, что я не доверяла своей матери, но просто это было такое, типа, спорный вопрос. Короче, в итоге я просто решила забить хер и довериться судьбе, и такая: ну, вроде я не страшная, и как бы на том спасибо. А что мне нравится в себе больше всего? Проще было бы сказать, что мне не нравится, вот реально. Если вам интересно, я отвечу в следующем вопрос-ответ видео, что мне во мне не нравится, но будет целый список. А вот что мне нравится? Мне нравится не то чтобы прям очень, но я удовлетворена своими глазами, бровями, губами вполне. Нос ничего такой большеват, возможно, но ничего. Ресницы нормальные. Форма ногтей у меня ничего. Как познакомилась с парнем? С парнем. Моего парня зовут Тим, и он тоже модель. Это его не основной род деятельности, вид
род деятельности. Но да, иногда он подмоделивает, и мы встретились с ним, когда у меня был первый контракт. По-моему, у него это был тоже первый контракт, такой где-то в другой стране. Это была Корея, и мы просто в какой-то момент очутились в одной компании моделей, потому что в Сеуле, в принципе, они все были друг с другом знакомы. Это были одни из первых его дней на свободе, потому что он, как и я, сидел там на карантине. Я там уже к тому моменту была месяца 4, а у него как бы вот он только вышел, и я сразу такая... Ну, не совсем так. Мы все вместе как-то тусовались, и, в общем, получилось, случилось, влюбилась. И потом буквально мы побыли вместе месяц, и мне нужно было уезжать на следующий контракт на Тайвань. И это было ужасно, у меня просто все разрывалось внутри, и мы оба не верили, что возможно отношения на расстоянии из-за наших предыдущих неудачных опытов. Но как-то мы просто не перестали общаться. Когда я была на карантине, Тим меня очень сильно поддерживал, звонил мне каждый день. Мы могли разговаривать там по 2 часа, по 3 часа, по 4 часа просто по фейстайму. И я думала, что он просто делает это из жалости, потому что мы все-таки месяц так были близки, и он просто сейчас подождет, пока я выйду с карантина, скажет как бы: на этом все, иди в свободное плавание, прощай. И в какой-то момент я помню, что мы разговаривали, когда я еще была на карантине, и я случайно оговорилась, реально случайно, это не было сделано специально. Я оговорилась и назвала его бойфренд. И что-то как-то он это проигнорировал, и я тоже такая, типа, это как-то замяло, переговорила, что-то там, короче, прошло дальше разговор, и потом мы положили трубку, и я такая, ну все, вроде проехали. А потом он мне перезванивает буквально через минуту, и такой: слушай, по поводу вот этой всей бойфренд-герлфренд штуки. И я такая: бля, все, типа, потеряла друга, потеряла парня, потому что, ну, сейчас он, скорее всего, скажет: я не думал, что ты вот так вот меня расцениваешь и воспринимаешь, я понимаю, что, наверное, это уже слишком далеко зашло, ну, понимаете, вот как все это парни обычно делают. Поэтому, наверное, нам стоит прекратить общение, да, пока-пока. И я была уверена, что он скажет мне что-то вроде этого, и он такой: так это что, мы, получается, типа, встречаемся? И я такая: я не знаю, ты мне скажи, потому что, привет, я ненавижу принимать решения, даже те, которые очевидны, чего я хочу. И он такой: ну, я был бы не против. И я такая: я тоже была бы не против. И, ну, нет, ему я такая, типа, ну, я тоже была бы не против. И, короче, мы такие: ну, все, тогда, типа, встречаемся, все дела. И, короче, он кладет трубку, и я такая: и начинаю просто носиться по своим апартам одна, потому что я была на карантине. Я просто начинаю носиться и кричать, и прыгать, и радоваться. И такая: у кого самый крутой бойфренд? Это у меня. И потом, конечно же, об этом знали все мои друзья из Кореи. Об этом знала моя мама, об этом знала моя сестра, об этом знала моя лучшая подруга, об этом знал весь мир. Вот такая вот история. Воздух закончился. How do you deal with a long-distance relationship? Actually, this question is related to the previous one. Long-distance relationship sucks. I will not lie, because it's super tough. But since me and my boyfriend started long-distance from the beginning, so I think we kind of get used to it. We both don't like it, but we know that we both work towards having life together, kind of. And yeah, now, for example, in China, I really hope that I will earn something, and maybe this money will be enough to spend more time together, to go somewhere on vacation and stuff like that. When we're together, actually, we spend like a lot of time together to just enjoy, just have fun, have nice memories, photos, and then when we are apart, we can just look at these photos and be like, remember this, remember that. Even though we are apart and far from each other, and now it's also time difference, which I hate so fucking much, I'm sorry, but yeah, we're still like 24/7 in contact, because we text, we call, I see him every day, and we share all the news that we have, all the jokes, everything that happens, we know about each other's life. And even though he's not physically with me, I kind of feel that he is here all the time. And yeah, I can't be more grateful for that feeling, for that support. So it's been almost a year of long distance, and of course I hate it, and I hope that one day we will find a way to finish it somehow and to be together finally physically. But for now, we just enjoy and accept what we have. Спасибо за видео о преодолении депрессии, оно очень помогло.
Ребята, я очень люблю, когда вы оставляете такие комментарии, потому что на самом деле рассказываете о своих каких-то тотальных проблемах и таких вот штуках очень далеких, которые ты закапывал далеко внутри. Довольно тяжело, и я помню, когда я делала свои первые видео о своих чувствах, какие-то были на английском, какие-то были в стихах. Они до сих пор есть на канале, если что. Вы можете их посмотреть. Плейлист называется Thoughts. Они, может быть, немного кринжовые, и с меня довольно часто смеялись и мои одноклассники, и просто какие-то люди знакомые. Я помню, что мне просто со стороны рассказывали, что вот, мне про тебя там рассказывали, видели в интересном, и такие типа, боже, что за херня. И поэтому даже сейчас, рассказывая и говоря что-то, я чувствую, что это может быть воспринято неправильно или как-то со смехом, но когда я вижу вот такие комментарии, я понимаю, что все не зря. И, кстати говоря, недавно, когда я была в Минске, я встретила 3 девушек. Я шла просто в телефоне, и они такие, боже, Элис Чуприс. И я такая, типа, что? Потому что я думаю, что это мои друзья, а я никому не сказала, что я приехала в Минск. И я уже стала придумывать оправдание, почему я никому не сказала, что я в Минске. Но оказалось, что это не мои друзья, это девушки, которые смотрят мой канал. И они стали меня расспрашивать обо всем. И они уже все как будто знали про мою жизнь. И это было такое чувство, как будто они уже мои друзья. Но это была такая связь невероятная, и, в общем, я очень благодарна за этот момент. Это такое вдохновение, когда я получаю от вас фидбэк, так что спасибо вам за это большое, и ставьте лайк под этим видео, оставляйте комментарии, и надеюсь, мы с вами, с кем-нибудь из вас встретимся в реальной жизни, потому что реально это очень приятное чувство. Какие сейчас параметры? Мои параметры — это, конечно, моя больная тема, потому что мои параметры — это, во-первых, с самого начала то, что я не могу изменить мой низкий рост. Мой рост всего лишь 173, и это реально очень маленький рост для модели. Не то, что он прям супер маленький, потому что в своем директе я пытаюсь убеждать девочек, которые меньше меня или моего роста, что, в принципе, все возможно, если очень этого хотеть, потому что я реально встречала модели ниже меня, и которые работали прям, зашибись, в Азии, например. И даже не в Азии. Грубо говоря, я уверена, что вы все видели, возможно, модель Крис Грикайта, и она моего роста. Понятно, что у нее просто нереальная внешность, как бы я там даже рядом не стояла, но в любом случае, это к тому, что если у вас, например, очень особенное лицо, как у нее, то даже с ростом 173 вы можете работать для огромных брендов. Так что с лицом, как у меня, вы можете сидеть на карантине в Китае и надеяться на лучшее, но мы еще посмотрим. Сейчас моя грудь около 80, моя талия, наконец-то, за 2 месяца, ребята, очень жесткая диета. Мне удалось уменьшить ее до 59, и мои бедра 89-90. На Тайване у меня были самые лучшие параметры, когда у меня была талия 58, и у меня были бедра 86, но как я это сделала? Я сделала это очень плохим и нездоровым способом. Все, что я тогда ела и пила, был bubble tea, и все. Грубо говоря, у меня был в день 3 bubble tea. Bubble tea — это была для меня целая еда. И если я съела что-то еще, то я могла потолстеть, или я так думала, в общем, в итоге да. Потом я уехала в Англию к своему парню, и там я начала есть как нормальный человек. И мое тело такое, у-ху-ху, давайте нам остаться жирком. И, я такая раз, и набрала. А потом еще у меня начались какие-то гормональные сбои, конечно же. У меня началось какое-то вздутие живота, какая-то полная вообще жесть. Потом я поехала в Беларусь, и я такая, мам, спасай. И мама такая, хорошо. Мы начали меня спасать, у меня прошло вздутие, я немножечко похудела. Потом я поехала опять в Германию, и что-то, я прям каждый день жестко занималась спортом. И у меня выросла жопа. И она выросла мне не за счет того, что там просто был жир. А я была на строгой диете, но я прям занималась как конь. Crap. I hate this. Running is terrible. Everything is the worst. Реально, каждый день я впахивала нереально. Если вы знаете канал Памелы Рейв, Памела Рейв жесткая женщина, вообще просто, она тебя убивает нахер. И делает твою жопу огромной. У меня жопа была красивая, как персик, но большая, 90. 90 и уже такая ближе, к 91, знаете ли. То есть, если я прям очень ложмусь и как-нибудь, не знаю, сожму булки, было 90. Но так 91. А сейчас, вместе с йогой, когда ты умеренно занимаешься спортом и сидишь на диете, в данном случае у меня диета, потому что у меня нет выбора, я просто ем рис с овощами, другого выбора не дано. Вот у меня получилось скинуть. Поэтому сейчас 89, 59, 80. Подскажи, что ты ешь сейчас, что есть, если я вегетарианка, фигура огонь.
О, спасибо большое. На самом деле, я не считаю, что у меня сейчас фигура огонь. Реально, как бы ужасный и анорексичный, и по-больному это не звучало. Мне очень нравилась моя фигура на Тайване. Хотя, конечно, для кто-то может посчитать, что я там была слишком дрыщавая. Но питание, которое тогда было, оно явно никуда не годилось, поэтому забудьте вообще про это, так делать нельзя. Потому что потом вы видели, сколько месяцев я потом еще восстанавливалась после этой херни. Что я ем сейчас? Надо сказать, что у меня сейчас довольно вегетарианский тип питания, поэтому то, что я расскажу, что я ем, в принципе, я думаю, подходит вегетарианцам. Сейчас, поскольку в Китае особо у меня выбора нет на карантине, вы видели, чем я уже питалась в больнице. Здесь примерно такая же история, но, к счастью, больше овощей. Но я по-прежнему как бы просто сливаю соус с курицей, размешиваю с несоленым рисом, добавляю овощи, которые есть, и вот как бы это моя еда на завтрак, обед и ужин, грубо говоря. Я ем вот этот вот рис с овощами. И пью очень много воды. Я посчитала, что за эти 7 дней я выпила около 14-15 литров воды. Ну, то есть, можете посчитать, это приблизительно 2,5 литра воды, 2-2,5 литра воды каждый день. И я прям чувствую, что она мне нужна, потому что меня сушит почему-то, то ли это акклиматизация, то ли я не знаю, что это такое. Но я чувствую, что это мне очень помогает, и да, плюс еще вода. Во сколько начала заниматься моделингом? Моделингом я начала заниматься довольно поздно. Моделингом я начала заниматься, когда мне было 20 лет, и это получилось довольно спонтанно. У меня есть целое отдельное видео на эту тему, потому что, да, там очень длинная история. Каждый раз, знаете, когда ты приезжаешь в новую модельную поездку, и все девочки такие: а как ты стала моделью? И там что-нибудь такое, типа: а мне просто скаут написал в Инстаграм, ну и все, вот я здесь. Как правило, история вот такой типа длины, а потом такие: Элис, а ты как стала моделью? И там такое: ребята, доливайте бокал вина, если вы курите, закуриваете сигарету, потому что история долгая. В общем, да, если вкратце, я была очень жирная. Окей, я была не очень жирная, я была пухлая. Я была на 10, 11, 12 килограмм больше, чем сейчас. И я работала в офисе. При этом у меня еще был универ, у меня были абьюзивные отношения. Короче, это была полная жопа, говно и моча. И в итоге вот это все смешалось и подтолкнуло меня к тому, что надо бежать. И все совпало, случилось так, что выходом оказался моделинг. А полную версию истории смотрите в видео. Здесь или здесь, я так не выучила, короче, где-то вот там. И последний вопрос. What's your top travel destinations now? That's a good question. I think just not long ago I counted that I've been to around 22, 23 countries. So it's really difficult to say what country is my favorite. But so far, of course, Korea, USA. I liked Portugal. Fuck. I don't know why it's so difficult, because all the countries, I mean, I know it sounds a little bit stupid, but it's true. All the countries are different and it's so hard to judge them and compare them, because how can you compare Europe and Asia, for example? It's like, how can you say that Korea is better than, I don't know, Germany? It's two different worlds. But yeah, I think in Europe also Germany, France maybe? I don't know. For traveling, I just prefer to travel, really, especially now that it's Corona. And actually, I'm super lucky one that I got to China. I'm just grateful to be able to travel, and I would love to visit any country. I really want to visit India though. I don't know why, it's just one of my dreams. Also, I really want to visit Japan. And actually, I had an opportunity to visit Japan like a year ago, half a year ago as well, because I had a contract there. But right before I applied for my visa to Japan, they closed their borders. I was like really twice. First on July last year, and then I think on December also 2020 they closed their borders, and I was like, are you fucking kidding me, guys? So yeah, I hope maybe after China actually I will go to Japan. We will see. Anyway, это был последний вопрос, и спасибо вам большое за все эти вопросы. Не знаю, насколько подходит вот этот формат русско-английского смешения непонятного. Возможно, нужно было разделить видео на две части. Первая русская, вторая английская, или наоборот, или сделать два разных видео. В любом случае, пишите, что вы об этом думаете в комментариях. Пишите свои новые вопросы, пишите все, вообще все, что хотите, пишите в комментариях. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Если не понравилось, тоже ставьте лайк, ну так, просто по приколу. И подписывайтесь на мой канал. И ждите новых видео, ждите новых приключений. Всем пока!